ноябре 2011 года в ходе общественной экологической инспекции забора, опоясывающего элитный особняк, теннисный корт, вертолетную площадку и другие атрибуты элитарного быта, а также оградившего часть краснокнижного леса, на этот самый забор были нанесены надписи: «Саня вор», «Лес общий», «Ткачев, уходи, жулик и вор» и так далее. Уже в декабре было возбуждено уголовное дело в порче забора в отношении двух членов Совета общественной организации «Экологическая вахта по Северному Кавказу». В порче забора дачи Ткачева обвинили Сурена Газаряна и Евгения Витишко. Позднее они были приговорены к 3 годам лишения свободы условно. Изменить меру пресечения Витишко решили чуть позже. 20 декабря 2013 года в Туапсинском городском суде закончился судебный процесс по делу эколога. Судья Игорь Меленчук огласил приговор. Суд постановил представление уголовно-строительной инспекции удовлетворить. Витишко Евгению Геннадьевичу отменить условное осуждение, назначенное приговором от 20 июня 2012 года Туапсинского районного суда, направить Витишко Евгения Геннадьевича для отбытия наказания в виде лишения свободы сроком на 3 года в колонию поселения. Витишко обжаловал приговор. Ему оставалось только ждать рассмотрения его жалобы, но приближалась Олимпиада 2014, путинское детище, под прикрытием которого уничтожались уникальные экосистемы Сочи и разворовывались народные деньги. Конечно, Витишко, как и многие другие, представлял угрозу. Он знал правду и стремился сделать ее общественным достоянием. 3 февраля, за день до прибытия в Краснодарский край Олимпийского огня, на выходе из Туапсинского филиала уголовно-исполнительной инспекции Евгений Витишко был задержан полицией. Его обвинили в мелком хулиганстве. Эколог якобы выражался нецензурной бранью на остановке общественного транспорта. В тот же день судья Олег Калиманов назначил Витишко 15 суток административного ареста. Витишко перевезли в спецприемник УВД по Туапсинскому району. 12 февраля 2014 года судья Краснодарского краевого суда Андрей Коннов, рассмотрев апелляционную жалобу на решение судьи Меленчука, отказал в ее удовлетворении, после чего оно вступило в законную силу. С 18 февраля 2014 года начался срок отбытия его заключения. В этот день закончился 15-дневный срок его административного ареста, и из спецприемника его сразу направили в СИЗО номер 1 города Краснодара. Держитесь там, все на свободе. И будьте аккуратны. 24 февраля из СИЗО он был отправлен для отбытия заключения в колонию в Тамбовскую область. Весь год фамилию Витишко слышно отовсюду. Новости о незаконно осужденном экологе раздаются едва ли не буквально из каждого утюга. В своей речи на церемонии награждения престижной международной премией за заслуги в области окружающей среды, премией Голдмана, в апреле 2014 года Сурен Газарян рассказал историю своего товарища и призвал лауреатов премии выступить в поддержку незаконно осужденного эколога. 5 лауреатов премии записали видеообращение к российским властям с призывом освободить узника совести Евгения Витишко. Широкую кампанию в защиту Витишко развернула международная организация Amnesty International, которая объявила его узником совести. Но власти России, которые после истории с Крымом оказались в международной изоляции, были совершенно глухи к голосам зарубежной международной общественности. И в итоге решающую роль в его освобождении сыграли внутрироссийские рычаги воздействия: Совет по правам человека при президенте России во главе с Михаилом Федотовым и уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Элла Памфилова. Я посетила тот самый забор, который то ли есть, то ли нет. И я должна вам сказать, что это потрясает. То есть если Витишко посадили за порчу забора, которого нет, то это нонсенс. Но на вопрос прокуратуре, который был послан, такой есть у нас в Петербурге, экологический правозащитный центр Белона, на то, что существует забор или не существует, вопрос как был поставлен. Правда, 2 года тому назад, в этом году получили ответ. Прокуратура пишет, не существует забор. Я сама по нему ползала, я его щупала, он существует. Ну, коллеги, это просто какой-то нонсенс. Если мы будем заниматься вот такими вещами, мы далеко не уйдем. Эковахта продолжала активно взаимодействовать с Президентским советом по правам человека и аппаратом уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, чтобы все-таки переломить ситуацию и добиться освобождения человека,
без малейшей вины по сфабрикованному обвинению лишенного свободы. Такая возможность появилась 1 октября 2015 года. Во время встречи президента Путина с СПЧ перед заседанием Совета до Путина сначала донес информацию о вопиющей ситуации с Витишко председатель этого Совета Михаил Федотов. А затем непосредственно во время Совета по этой теме выступили Элла Памфилова и Андрей Бабушкин. Если взять всем известное дело эколога Витишко, который за надпись на заборе дачи Ткачева получил 3 года, и сейчас вот мы сколько бьемся, я уже сколько раз подавала в лице. Постоянно, не только тому удобно, постоянно какие-то сложности он испытывает. Ну, настолько оно вопиющее и абсурдное. Я буквально 1 минуту. Владимир Владимирович, про Витишко, о котором упоминала Элла Александровна. Его не только незаконно осудили, его и также незаконно, условно-досрочно не освобождают. И виновен в этом ФСИН. Хотя Витишко честно работает, принял участие в конкурсе «Калина Красная», всю свою зарплату перечисляет детскому дому для инвалидов, ему объявили в очередь взысканий. За что? За то, что он жалобой обратился к Панфиловой. И ни одного поощрения. То есть искусственно создается нарушитель. Это проблема ФСИНа, это проблема не только Витишко. Я бы вас очень просил дать ФСИНу поручение проанализировать имеющуюся там дисциплинарную практику. По поводу вот этого гражданина Витишко, мне уже Михаил Александрович дал эту информацию, я записал, мы проверим дополнительно. И тоже попрошу Юрия Яковлевича проверить прямо значит, с позиции Генпрокуратуры. Если есть нарушения, то сделаем все для того, чтобы они были устранены. После этого застоявшаяся вода пришла в движение. Уже 8 октября Тамбовский областной суд рассмотрел ходатайство Витишко о неправомерности отказа в применении к нему амнистии и о смягчении ему наказания. В связи с выявленными процессуальными нарушениями дела вернули в Кирсановский районный суд на новое рассмотрение. И 10 ноября 2015 года при повторном рассмотрении ходатайства о смягчении наказания экологическому узнику Евгению Витишко, согласно 80-й статье Уголовного кодекса Российской Федерации, было принято давно ожидавшееся решение об освобождении Витишко из колонии. Подожди, мало. Ну дайте отпустим давайте сотрудников, а потом дальше будет. Торжественный вид. Да. Лежит срок освобождения. Спасибо. Он уже с ним висит, да? Жень, справку, покажи справку. То есть я все это время, то есть и предыдущее время, в период отбывания мною условного наказания, считаю, что это полностью сфабрикованное дело. То есть оно яйца выеденного не стоит. И буду дальше бороться за полную свою реабилитацию. А добавить хотел бы еще, что именно благодаря гражданскому обществу, влиянию, как говорю, и оппозиционных средств массовой информации, и в целом тех остатков гражданского общества, которые действительно сохранились еще в стране, и международного мнения, то есть вот удалось сейчас выйти на свободу. Я даже находясь за этой колючей проволокой, я чувствовал себя свободным, именно благодаря той поддержке, которая вокруг меня была, которую создали вы, которую создало, в принципе, там международное сообщество. Поэтому, то есть, да, были небольшие неудобства, связанные вот с каким-то там нахождением, там, бытовыми этими. А так, мы свободные люди, даже находясь в тюрьме. Поэтому здесь ничего не изменилось. То есть, действительно, я очень рад, что могу сейчас прикоснуться, поздороваться, обнять всех своих родных, близких, друзей. Поэтому здесь не эйфория, но все-таки чувство радости есть, оно присутствует. Я думаю, что я благодарен всем тем, кто вообще, следил, вообще знает, кто я такой, и вообще, кто обратил на меня внимание. Ваша поддержка нам нужна. То есть, пускай даже она не активная, пускай даже только тем, что вы, многие вещи пытаетесь вдуматься. Я считаю, что это действительно поступательное движение в области построения демократического общества. То есть, я считаю, что все, что вот это происходящее,
приближает нас к тому, что Россия будет свободной. Спасибо всем. Ну, сейчас уже напрямую займусь активной и политической деятельностью. Я думаю, что... Ну, я много уже достаточно написал. Сейчас просто начнут уже с мая месяца, с начала мая, печатать то, что... те свои мысли, которые, считаю важными, что, хотелось бы сказать людям. Это раз. И еще раз повторюсь, что моя задача, ставлю перед собой задачу активно поддерживать все связанное с охраной окружающей среды на территории Российской Федерации. То есть словом, пониманием, если это находится в рамках моей компетенции. Поэтому, честно говорю, мне не скучно. То есть я на самом деле много вопросов происходит в принципе сейчас в структурах самих НКО, то есть из общественных организаций экологических. Я бы с удовольствием, сейчас если Белона посчитает нужным, открыл все-таки представительство Белоны в Краснодарском крае. Это очень серьезный момент. То есть я понимаю, что специфика немножко не скандинавская, но этот регион как модель, она очень показательна для всей территории Российской Федерации. А так как я еще раз повторю, что ощущаю себя, и многие россияне, я думаю, ощущают себя все-таки интегрированы в Европу. То есть мы все-таки Европа, не Азия, то есть далеко не Азия. Мне очень жаль, что сейчас немножко не тем местом поворачивается Россия. Но я думаю, это все вернется. Как избушка на курьих ножках. Она то так повернется. То есть, есть такое управление. Поэтому хочу, чтобы Белона была в крае. Честно. Поэтому привет всем, спасибо за поддержку, и я признателен за все то, что вы для меня делали, и я с вами.